Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы поговорим о такой теме, как же открыть пекарню полного цикла. Для того, чтобы открыть пекарню полного цикла, в первую очередь нужно разработать концепцию. Концепция будущего предприятия может быть разнообразной, но так как пекарня полного цикла чаще всего готовит полный ассортимент непосредственно там, где его и продает, то концепция определена самим названием. После определения концепции нам необходимо четко понять, какой ассортимент мы будем производить в данном предприятии. Ассортимент пекарни полного цикла зачастую состоит из хлеба, кондитерских, слоеных изделий, сдобных изделий. Кондитерские изделия чаще всего закупаются предприятием отдельно у сторонних производителей. А вот все остальные товарные группы – это хлеб, сдоба, слойка, готовится непосредственно в предприятии. После того, как мы определили ассортимент, нам необходимо составить все технологические и калькуляционные карты. Технологические и калькуляционные карты являются неотъемлемым и важным документом для того, чтобы пекарня полного цикла была успешной. После того, как мы составили технологические и калькуляционные карты, мы должны четко понять, как каждая ассортиментная позиция будет готовиться. Именно от технологии производства зависит будущий список технологического оборудования и инвентаря. И вот когда мы поняли всю технологию, побрали технологическое оборудование и инвентарь, мы уже можем понимать, какие характеристики будут у помещения для того, чтобы разместить в нем все это технологическое оборудование и торговое оборудование. И когда характеристики помещения у нас готовы, мы можем начать подбирать это помещение под размещение объекта. Понятно, на подготовительном этапе мы можем составить еще и финансовую модель будущего предприятия, а также составить необходимый список затрат, которые вы произведете непосредственно при открытии будущей пекарни. Финансовая модель является необязательным документом, но если вы хотите четко понимать, какой объем инвестиций, какие статьи затрат, то финансовую модель необходимо делать. После того, как подготовительные работы проведены, мы можем начать подбор помещения. Подбор помещения является одним из самых важных моментов при открытии пекарни полного цикла. Ведь именно от того, какое помещение будет, зависит непосредственно успех будущего предприятия. Оно должно совпадать не только по техническим характеристикам для того, чтобы правильно разместить пекарню в этом помещении, но еще и по коммерческим, потому что трафик является неотъемлемой частью для пекарни полного цикла. Понятно, что и стабильное качество, и вкус изделий тоже влияют на продажи, но если не будет трафика, то и не будет продаж. Технические характеристики помещения для пекарни полного цикла – это минимум 50 квадратных метров, 2 входа-выхода, обязательно возможность размещения приточно-вытяжной системы. Это помещение, которое обладает от 35 киловатт выделенной мощности и более. В идеале у этого помещения отсутствуют ступеньки для того, чтобы пешеходный трафик не обрезался. А также лучшим вариантом будут витринные окна и возможность пронести практически любое технологическое оборудование вовнутрь. Потому что дверные проемы везде разные, и некоторое технологическое оборудование, например, такое как подовая печь, может не поместиться в то помещение, которое вы подберете. Поэтому это необходимо учитывать. Также необходимо учитывать, что на следующем этапе вы будете делать технологическое проектирование. И это технологическое проектирование является неотъемлемой частью открытия будущего предприятия. Поэтому подбор подходящего помещения – очень важный момент. Договора обычно заключаются долгосрочные, но бывает так, что и краткосрочные, на год и более. Но лучше всего заключать долгосрочные договора аренды. Помимо того, что помещение нужно зонировать и технологически спроектировать, вы должны осуществить еще несколько проектов, а это
проект электрики и проект вентиляции. Это является обязательными документами для того, чтобы открыть пекарню полного цикла. Помимо этого, на проект электрики у вас должно быть заключение лаборатории. Важно, чтобы в помещении, которое вы снимете под размещение пекарни полного цикла, технологические потоки не пересекались, потому что пересечение технологических потоков не допускается. После того, как помещение снято, технологические проекты сделаны, вы можете осуществлять ремонт в помещении. Обычно он осуществляется параллельно технологическому проектированию. Когда уже технологический проект именно пекарни готов, можно осуществлять ремонтные работы. Ремонтные работы осуществляются согласно технологическому проекту. Помимо этого, на этом этапе вы будете четко понимать, какой список технологического оборудования и инвентаря необходим для работы пекарни и как он именно будет размещаться в вашем будущем предприятии. Вы должны четко понимать, где вы будете покупать это технологическое оборудование, у каких поставщиков и какие марки и модели вы сможете купить, а также предусмотреть альтернативные марки и модели для того, чтобы избежать долгой поставки того или иного оборудования. Помимо этого, к технологическому оборудованию должен быть подобран инвентарь. Инвентарь – важная часть технологического процесса. Без него технологический процесс будет неполным. Если технологического инвентаря будет недостаточно или он будет подобран неверно, технологический процесс будет неэффективен. После того, как осуществлены ремонтные работы, закуплено технологическое оборудование и инвентарь, необходимо завести это оборудование в помещение, расставить его и подключить, и провести пусконаладочные работы. Параллельно этому вы можете нанимать персонал пекарни для того, чтобы в дальнейшем его обучить под ассортимент и уже непосредственно запуститься и открыться. Параллельно с этим вы должны подобрать поставщиков ингредиентов и расходных материалов. Это является неотъемлемой частью работы будущей пекарни. Ингредиенты можно подбирать из расчета того, что вы знаете, какие ингредиенты использовать, либо можно посоветоваться с технологом для того, чтобы он правильно сформировал список ингредиентов. Потому что от качества ингредиентов, от того, какие вы их будете использовать, зависит качество готовой продукции. И вот этот объем работы необходимо делать параллельно с ремонтом и закупкой технологического оборудования. Помимо этого, в пекарне есть еще и дизайн-проект непосредственно торгового зала, который можно осуществить как во время проектирования, так и до проектирования, когда уже будет помещение, которое вы непосредственно снимете под пекарню. Все фирменные стили и логотипы могут быть сделаны как на начальном этапе, так и параллельно с технологическим проектированием. Учитывайте тот факт, что пекарня полного цикла на площади в 50 квадратных метров плюс небольшой торговый зал не может бить яйцо, потому что это будет неэффективно, а в некоторых помещениях это недоступно, потому что нужно размещать отдельную зону для битья яиц. Поэтому чаще всего в таких пекарнях полного цикла используется меланж, отдельно белок или отдельно желток, или все вместе, а также может использоваться сухой меланж. Пекарня полного цикла современная обязательно должна производить слоеные изделия полностью, непосредственно в самой пекарне, потому что замороженные слоеные изделия могут не отвечать тем потребительским характеристикам, которые нужны пекарне. Слоеное тесто является одним из самых важных критериев при продаже и при увеличении выручки, потому что это один из самых маржинальных продуктов. Для производства слоеных изделий вам необходимо будет купить тесто-раскаточное оборудование. Хлеба длительного брожения, холодной ферментации, также являются сейчас неотъемлемой частью пекарен полного цикла. Холодная ферментация осуществляется при низких температурах плюс 3, плюс 6 градусов по Цельсию в условиях либо специализированной камеры, либо в простых холодильных камерах. Ассортимент такого хлеба может быть полностью весь хлеб всей пекарни, либо этот ассортимент является частью
большого ассортимента пекарни и занимает там 2, 3 или 4 ассортиментных позиции. Помимо того, что в пекарне должны быть слоеные изделия, а также изделия длительного холодного брожения, кондитерские изделия тоже являются неотъемлемой частью. Они могут производиться внутри пекарни, но чтобы им производиться внутри пекарни, необходимо выстроить правильный технологический процесс. И зачастую в пекарнях полного цикла просто для производства кондитерских изделий нет места и нет возможности соблюдать все нормативы для того, чтобы их производить. Поэтому зачастую кондитерские изделия закупаются. При этом некоторые кондитерские изделия в пекарне все-таки можно делать. Это больше имеет отношение к тем кондитерским изделиям, которые производятся в условиях сухого склада. Поэтому нам необходимо четко сформировать ассортимент и будущий технологический процесс для того, чтобы в первую очередь он был эффективным и не нарушал текущие нормы, которые установлены законодательством. Ведь пищевая безопасность является самым важным моментом при открытии предприятий пищевой промышленности. Поэтому все нормативы, нормы, санитарные нормы в том числе необходимо соблюдать. Это достигается путем ежедневного выполнения необходимых операций для соблюдения этих норм, а также путем правильного проектирования технологического процесса. Именно технологический процесс дает возможность либо нарушать эти нормы, либо их соблюдать. Поэтому правильное построение технологического процесса ведет к безопасной пищевой продукции, а регулярное соблюдение санитарных норм, заполнение журналов и других процедур является неотъемлемой частью работы пекарни. Поэтому пекарни полного цикла должны открываться исключительно по нормам и не нарушать их. Помимо этого, в пекарне полного цикла есть такой важный момент, как просеивание муки. Поэтому отдельное хранение муки, как помещение выделенной или выделенная зона для хранения муки, а также отдельный мукопросеиватель. Помимо этого, пекарни полного цикла обладают торговым залом, но зачастую этот торговый зал включает в себя 2, 3 или 4 посадочных столика. Либо это может быть барная стойка. Да, есть пекарни полного цикла, которые обладают большим посадочным залом, но здесь важно понимать, что чем больше площадь пекарни, тем выше арендная плата. Чем выше арендная плата, тем больше объем выручки вы должны зарабатывать ежедневно. Поэтому, если у вас это первый объект, то лучше открывать формат пекарни, в котором практически нет посадочных мест, либо есть, но незначительно их количество. И сейчас распространены гибридные форматы, а именно совмещение пекарни полного цикла, например, с кулинарией, или совмещение пекарни полного цикла с пиццерией или каким-либо другим фастфудом. И вот это совмещение дает большую выручку, но при этом начальные инвестиции в такой объект могут быть существенно больше. Почему? Потому что требуется дополнительное оборудование, дополнительный инвентарь, а также выделение дополнительной площади. Но при этом такие объекты более стабильны и могут альтернативно продавать свои изделия именно в формате онлайн, например, через агрегаторы или собственный сайт. Изделия, которые пекарня производит на заказ, такие как пироги и похожие на них изделия, точно так же могут увеличить средний чек, но при этом здесь стоит помнить, что производство пирогов занимает время, и пироги это все-таки больше событийный продукт. Поэтому не стоит пренебрегать правильным расчетом как человека часов, так и технологического процесса для того, чтобы эффективно встроить производство этих изделий в ваш технологический процесс. Потому что производство плановое изделие ежедневно, каждый день, это один разговор. Но когда производится продукт событийный, то есть спрос на него непостоянный и волнами происходит, вы должны четко понимать, что для этого требуется выделение отдельного технологического процесса, иногда даже отдельного технологического оборудования и человека. Поэтому на начальном этапе стоит это все просчитывать и объективно смотреть на возможности выпуска той или иной продукции в рамках вашей пекарни.
После того, как вы подобрали оборудование и уже непосредственно разместили там его в помещении, а также подобрали персонал, необходимо обучить их конкретному ассортименту вашей пекарни. После обучения, которое длится от 5, иногда 10, может более дней, необходимо технически открыться. Почему технически? Потому что на этом этапе вы сможете отладить какие-то огрехи и избавиться от каких-то недочетов, которые могли бы возникнуть уже при официальном открытии. Поэтому, когда вы от этих недочетов избавились, можно официально открываться. И официальное открытие делать лучше таким достаточно ярким для того, чтобы привлечь дополнительно гостей и как бы обозначить, что ваша пекарня открыта. Как оборудование пекарни. Что необходимо знать при выборе оборудования технологического и как осуществить подбор самостоятельно. В первую очередь важно понимать концепцию вашего предприятия. Ведь именно от концепции зависит технологическая цепочка оборудования и инвентаря в пекарне полного цикла. Потому что пекарня от пекарни отличается. Поэтому концепция и ассортимент являются решающими факторами при подборе технологического оборудования и инвентаря. Также при подборе оборудования следует ориентироваться на производительность. Производительность пекарни полного цикла определяется количеством чеков и средним количеством изделий, которые входят в эти чеки. То есть если у нас, например, 600 чеков, то по 2 изделия в чеке мы получаем 1200 изделий. И вот, соответственно, от этого объема мы примерно рассчитываем технологическое оборудование и инвентарь для пекарни полного цикла. Как правило, расчет технологического оборудования начинается с печи. Печь является одним из самых важных единиц оборудования в пекарне полного цикла. Потому что именно печь и дает добавленную стоимость. От того, что вы произвели изделия, сформовали их, расстояли, как-то, может быть, украсили, но не выпекли, вы не сможете их продать. Соответственно, печь является самым важным оборудованием в пекарне. Поэтому с нее и стоит начать расчет. Печи бывают разнообразные. Как правило, в пекарне полного цикла могут присутствовать подовые печи, конвекционные печи и мини-ротационные печи. Такие печи обусловлены тем, что они бывают разной вместимости. И для пекарни полного цикла нужна минимальная вместимость. То есть это либо печь на 6 уровней для листов 60 на 40, если это конвекционная печь, либо может быть на 10 уровней, также листы 60 на 40, если это конвекционная печь. Если мы говорим о подовых печах, то минимальная эффективная подовая печь для пекарни полного цикла начинается от 2 листов 60 на 80. В этом случае эта печь будет эффективна, и вы сможете выпекать на ней достаточный ассортимент, чтобы окупать затраты на электроэнергию, а также другие косвенные затраты, потому что подовую печь обслуживать чуть-чуть сложнее, чем конвекционную печь. Итак, если мы хотим открыть современную пекарню полного цикла, то, наверное, я бы рекомендовал остановиться на комбинации конвекционной печи и подовой печи. Здесь уже все зависит от объема. Вам нужно либо 2 конвекционных и 2 подовых печи. Но если мы говорим о сегменте масс-маркет пекарен полного цикла, то в этом случае возможно, вы рассмотрите только конвекционные печи, потому что это такой вот базовый набор, который поможет сократить затраты. Потому что покупка подовых печей, конечно, дороже, чем покупка конвекционных печей. Также к конвекционным печам и к подовым печам обязательно нужно будет подводить воду, потому что пара увлажнения для выпечки хлеба является одним из важных моментов. Подовую печь и конвекционную печь, как я и говорил, стоит подбирать из расчета производительности. Производительность можно рассчитать простым методом. Количество единиц изделий, расположенных на листе 60 на 40, так как это стандартный лист, который используется для конвекционных печей. То есть, например, у нас там 10 единиц. У нас есть 6 уровней в этой печи. Соответственно, получается 60 единиц за одну загрузку. Одна загрузка выпекается по-разному и зависит от количества изделий. Здесь можно усреднить, что 15 минут, например. Это для сдобы какой-нибудь или слойки. Но также есть время на нагрев,
И есть у нас еще время на загрузку этой печи. Итого мы получаем примерно цикл выпечки 20 минут. За час мы сможем произвести 3 таких цикла. То есть получится, что 180 изделий в час. Итого получаем, что одна печь у нас может произвести 180 изделий в час. Но, как правило, в пекарне полного цикла бывает несколько выкладок, да, то есть не один раз выкладывают, а, допустим, 2 или 3 раза в течение дня выкладывают. Поэтому важно, чтобы было 2 печи. Почему? Потому что одна печь выпекает условную сдобу, а другая на другой программе выпекает слойку. Потом меняется, например, одна выпекает хлеб, а другая выпекает слойку. Это уже все зависит от того, какой ассортимент. И, соответственно, чтобы присутствовала вот эта вариативность выпечки, чтобы вы могли в один момент времени выпекать изделия на разных температурных режимах, поэтому для пекарни полного цикла лучше использовать 2 печи. Это поможет вам эффективно и качественно улучшить технологический процесс, а также оптимизировать выкладку витрины как в утренние часы, так и на протяжении всего дня. Если мы говорим о подовой печи, то эффективность подовой печи, конечно, тоже кроется в оптимальной загрузке. Чем более полно загружена подовая печь, тем больше она эффективна. Потому что подовая печь на одно изделие потребляет электроэнергии больше. Здесь я говорю про электроэнергию, не говорю там про газ или какие-то альтернативные источники, потому что, как правило, в большинстве помещений для расположения какого-либо другого оборудования, кроме электрического. Поэтому здесь я говорю про электрические печи. И вот подовая печь, она, собственно, на одну единицу менее эффективна, потому что потребляет больше электроэнергии. Поэтому для нее особенно важна точно так же загрузка. И считаем мы ее по такой же формуле, за тем лишь исключением, что у нас один под, он плоский, и, соответственно, мы считаем, какое количество изделий у нас располагается на поду, время выпечки, время загрузки, и закладываем еще какое-то сервисное время. Почему? Потому что подовая печь, там нужно вымести лишнюю муку, как-то достать эти изделия, посадить их туда. Это все занимает время, и поэтому обслуживание подовой печи чуть-чуть больше по времени занимает, чем обслуживание конвекционной печи. И вот когда мы посчитали примерную производительность конвекционной печи, за какое количество времени она нам выпечет все необходимые единицы продукции на нашу витрину, мы можем понять, что вот, например, печь у нас будет работать 4 часа в день или 5 часов в день. И от этого объема мы можем посчитать, какой должен быть объем расстоечного шкафа. Потому что для обслуживания печи готовыми изделиями, расстоянными для выпечки, чтобы количество изделий для выпечки было оптимальным, чтобы печь загружалась полностью, нам нужны расстоечные мощности в 3 раза больше, чем сама печь. То есть, если мы имеем, например, 2 печи по 6 уровней, итого получается 12 уровней, то расстоечный шкаф должен быть равен 36 уровням. И вот этот объем и будет необходим для того, чтобы эффективно обслуживать 2 конвекционные печи. Расстоечные шкафы и технология расстойки бывает разнообразная. Здесь мы подробно на ней останавливаться не будем и возьмем за принцип, что вы используете стандартную расстоечную камеру, которая обладает только теплом и влажностью. И, соответственно, здесь тоже есть разные модели, но объем вместимости 36 уровней. Дальше мы рассчитываем холодильное оборудование, потому что, например, у нас есть технология отложенной расстойки, которая является сейчас уже скорее необходимостью, чем каким-то трендом. Она оптимизирует технологический процесс и помогает выкладывать витрину в утренние часы, поэтому холодильные мощности в большинстве случаев в пекарне полного цикла используются не только для хранения каких-либо полуфабрикатов или ингредиентов, а также используются еще для расстойки тестовых заготовок длительным холодным брожением. Когда мы с вечера загрузили тестовые заготовки, а утром мы эти тестовые заготовки украсили, поместили в печь и выпекли. Расчет именно холодильного оборудования происходит по такому же принципу. Когда мы перемножаем количество изделий, то есть и получаем, сколько изделий нам нужно произвести, и рассчитываем
вместимость холодильной камеры из расчета в 3 раза больше, чем наша печь. Почему именно в 3 раза больше? Потому что время расстойки занимает какой-то промежуток времени. И, соответственно, время выпечки занимает меньший промежуток времени. И поэтому, чтобы печи у нас не простаивали, у нас всегда должен быть объем готовых изделий для того, чтобы мы могли их выпекать. Потому что эффективность печи не только во времени работы, но еще и в объеме производимых изделий. И, соответственно, этот объем производимых изделий должен быть максимальным за единицу времени. А это достигается только при условии, если наша подовая или конвекционная печь заполнены полностью. Поэтому здесь принцип точно такой же. Соответственно, нам нужен холодильник. Бывают специальные пекарские холодильники, которые могут поддерживать температуру от +3 до плюс 15 градусов. Но так как бюджеты в большинстве случаев на пекарню полного цикла, а именно на оборудование, ограничены, то мы можем использовать простое холодильное оборудование или холодильную камеру с температурой +3, +6 градусов по Цельсию и адаптировать нашу технологию под эти температурные режимы. Также, если в пекарне есть, например, пицца как дополнительный продукт, точно так же мы можем использовать для этого холодильную камеру. И это поможет нам растаивать заготовки теста для пиццы. Дальше одним из самых важных технологических единиц оборудования является тестомес. Тестомесы точно так же бывают разные, но для пекарни полного цикла лучше всего использовать двухскоростной спиральный тестомес. Двухскоростной спиральный тестомес, здесь важно понять, что от цены, как правило, зависит его и качество. Но простой выбор этих тестомесов осуществляется путем оценки его, именно как он месит то или иное тесто. Это можно посмотреть в интернете, есть кое-какие обзоры на разные единицы оборудования, и вы можете оценить их. Либо поехать к поставщику и оценить визуально в шоуруме, как этот тестомес выглядит и как он работает. Здесь важно понимать, это количество оборотов, которые должны присутствовать в тестомесе, это оптимальное расстояние от дежи, оно должно быть минимальным, потому что в этом случае объемы теста он будет замешивать минимальные. Крюк, который замешивает тесто, должен иметь определенное количество оборотов. И лучше, чтобы он был достаточно массивным, потому что в этом случае замес точно так же будет происходить быстро. Почему важно, чтобы замес происходил за определенный промежуток времени? Первое, это влияет на реологические свойства теста, оно становится правильной консистенции. А также, в первую очередь и самое важное, это влияет на температуру самого теста. Потому что температура теста должна быть оптимальной, это диапазон 25-26 градусов, как правило, и при этом клейковина, то есть тесто само должно быть полностью вымещено и образоваться клейковина полностью. Соответственно, это достигается при оптимальном технологическом оборудовании. И вот эти все факторы соединив, вы сможете подобрать тестомес. Есть российские производители и китайские производители, сейчас есть в большом объеме разного формата. Здесь уже важна оценка под каждый проект и под задачи, которые у вас будут. Потому что влажность хлеба тоже влияет на то, какой тестомес у вас будет непосредственно использованным в технологическом процессе. Нейтральное оборудование, как правило, подбирается под помещение. И здесь количество единиц оборудования для похожих проектов может разниться. Весовое оборудование, которое точно так же необходимо для того, чтобы делать одинаковые тестовые заготовки. Помимо этого, нам необходима еще тестораскаточная машина, потому что современная пекарня полного цикла должна производить слоеные изделия на месте. Тестораскаточные машины бывают точно так же разного формата, но, как правило, в пекарне полного цикла из-за отсутствия большой площади используется тестораскаточная машина настольного формата. На ней вы можете производить и дрожжевые изделия слоеные, и бездрожжевые слоеные изделия. Это основное технологическое оборудование для пекарни полного цикла. Понятно, что есть еще и какие-то индивидуальные особенности каждой пекарни. Например, какие-нибудь пекарни выпекают изделия во фритюре, соответственно, понадобится фритюрница. Кто-то может выпекать пончики и донаты, и для этого тоже нужен фритюр, но уже более специализированный. Дозаторы нужны разнообразные для дозирования пончиков. Помимо этого, еще могут использоваться разнообразные вариации технологического оборудования. Например, для расстоечного шкафа может быть использовано оборудование шкаф отложенной расстойки, который в себе одновременно совмещает и
простоечный шкаф и холодильный, а иногда даже и морозильный шкаф. Эта технология более сложная. Я снимал отдельное видео на канале, вы можете найти и посмотреть, как она реализуется. Если пекарня, например, обладает дополнительным ассортиментом в виде пиццы, то точно так же нам понадобится пицца-печь и сопутствующий инвентарь и оборудование для производства пиццы. Помимо самой печи понадобится еще и саладетта для сборки пиццы. Это основные единицы технологического оборудования, которые, как правило, присутствуют в технологическом процессе пекарни полного цикла. Отдельно могут еще комплектоваться, например, вакуумные аппараты, которые позволяют сохранять начинку на более длительный срок. И другое мелкое технологическое оборудование и инвентарь. Не стоит забывать, что инвентарь является связующим звеном между единицами технологического оборудования, и поэтому ему стоит уделять достаточно большое внимание, чтобы технологический процесс был эффективен. Как правило, сезонная продукция должна быть представлена минимум двумя сезонами. Это летним и зимним. Но если вы хотите зарабатывать на сезонной продукции, то сезонная продукция должна присутствовать зимой, весной, летом и осенью. По сути, 4 сезона. Для каждого этого сезона характерны продукты, которые в этот момент времени стоят наиболее дешево. И начнем мы с летнего сезона. В летнем сезоне у нас достаточно большое количество ягод. Это то, что присутствует практически все лето, и то, что может применяться для производства сезонной продукции. Понятно, что ягоды лучше в свежем виде, поэтому те ассортиментные позиции, которые вы будете вводить именно в летний период, необходимо, чтобы они использовали свежие ягоды. Свежие ягоды могут быть поданы в разных вариантах. Чаще всего, конечно, они ассоциируются с кондитерскими изделиями, но и хлебобулочные изделия точно так же могут быть адаптированы для применения свежих ягод. Конечно, зачастую, например, в тех же сдобных изделиях или слоеных изделиях ягоды присутствуют в виде конфитюров или каких-либо начинок. Если даже часть ягод, которые вы будете использовать для приготовления слоеных и сдобных изделий, будет в формате пюре, то так или иначе должны присутствовать и свежие ягоды. Это поможет увеличить средний чек, а также повысить лояльность гостей. Сезонная продукция, как правило, хорошо используется в маркетинге. Для того, чтобы сезонная продукция была рентабельной, необходимо, помимо проработки самого ассортимента и самих ассортиментных позиций, проработать и маркетинговую стратегию для продвижения конкретных вот этих товаров. Сезонный ассортимент не должен превышать 3 или 4 ассортиментные позиции. Как правило, он должен затрагивать все товарные группы в пекарне полного цикла. То есть, если вы делаете сезонный продукт или линейку сезонных продуктов, она должна прослеживаться во всех товарных группах. Это напиток, это сдоба, слойка, кондитерское изделие и, возможно, даже хлеб или какое-либо хлебобулочное изделие. Может быть еще лимонад, кофе. Вот эти все товарные группы должны быть объединены какой-то единой идеей. Именно это поможет увеличить средний чек, потому что гость захочет попробовать из всех товарных групп конкретно эту ассортиментную позицию. А также это поможет увеличить лояльность гостей и поможет стимулировать спрос в короткий промежуток времени, потому что сезонные продукты, их особенность в том, что они должны быть ограничены продажами по времени. Лучше, конечно, делать продажи от 2 или 3 месяца и больше не осуществлять продажи этих изделий. Вы можете возобновить успешный продукт, но уже на следующий год. Продумывать сезонные изделия необходимо за месяц или более до начала самого сезона. То есть к моменту запуска у вас должно быть все протестировано, вы должны четко понимать, какие технологические карты, какая технология приготовления, где вы будете закупать ингредиенты, упаковку, а также осуществить подготовку маркетинговых материалов, а именно баннеры, листовки, какие-либо визуальные материалы для сайтов, соцсетей, а также контент в формате видео и фотоконтента, который должен быть готов заранее до запуска самого сезонного
ассортимента. И в летний период времени, как я уже и сказал ранее, это будут ягоды, возможно, фрукты, то в осенний период времени нам необходимо уже переключаться в сторону теплых вкусов. Это могут быть шоколад, орехи, может быть такой сезонный продукт, как тыква, или какие-либо другие вариации фруктов или теплых вкусов, а также их комбинация. В зимний период лучше использовать достаточно тяжелые изделия, это кремовые, жирные изделия, которые могут быть объединены точно так же теплыми вкусами. Это может быть карамель, орех, шоколад или какие-либо их сочетания. В весенний период лучше использовать достаточно легкие и свежие вкусы, которые могут быть также приготовлены из ягод и фруктов, но уже не сезонных и свежих, а, например, из пюре. Важно помнить, что сезонный ассортимент должен присутствовать в пекарне. Если вы сейчас не делаете сезонные предложения для ваших гостей, то это необходимо делать для того, чтобы стимулировать спрос, а также повысить лояльность гостей. Важно понимать, что сезонный продукт может быть оформлен отлично от тех продуктов, которые у вас сейчас присутствуют в пекарне. Это может быть какая-либо другая упаковка, либо персонализация какими-то стикерами. Может быть такое, что гостю с этим сезонным продуктом дается какой-либо сувенир, или в некоторых форматах, например, фастфудных предприятий, к сезонным продуктам дают стакан или кружку, или какие-либо другие похожие изделия для того, чтобы наградить ваших гостей в первую очередь за то, что они постоянно у вас покупают ваш ассортимент и ваши изделия, а также повысить их лояльность. Стоит помнить, что для того, чтобы эффективно оценить процесс производства и процесс продажи этих сезонных изделий, в вашем предприятии должна быть внедрена программа учета. И вот эта программа учета, которая должна совмещать в себе и CRM-систему, где вы сможете четко отслеживать ваших гостей, какие они покупки делают, а также сможете отследить, какой объем сезонной продукции продали конкретно в этот период, для того, чтобы эту аналитику использовать для запуска следующих сезонных продуктов. И вообще, в целом, даже если ваша пекарня небольшая, то в вашей пекарне так или иначе должна быть реализована разработка новых изделий. Это должно происходить на постоянной основе. И не только это имеет отношение к сезонным продуктам, но также это имеет отношение и к работе с ассортиментом вашей пекарни. Потому что так или иначе меняются ингредиенты, растет себестоимость, где-то меняется упаковка, меняются технологии. Вы должны это все отслеживать для того, чтобы эффективно управлять объектом, а также постоянно увеличивать качество изделий и быть всегда рентабельными. К сезонной продукции также можно отнести и ту продукцию, которая производится к тем или иным праздникам. Этих праздников достаточно большое количество. Это может быть Новый год, Рождество или какие-либо другие праздники, которые могут дополнительно увеличить выручку в пекарне. Конечно, если отслеживать каждый праздник и разрабатывать под него свои изделия, это может быть не очень эффективно, потому что это занимает достаточно большое количество времени. Но если вы будете умело совмещать сезонные продукты с праздничными продуктами, то тогда вы не будете тратить так много времени на разработку. Потому что разработка в целом состоит из достаточно большого количества этапов, которые продукция и тот человек, который разрабатывает ее, должны пройти. И в первую очередь это формирование идеи. То есть для того, чтобы разработать продукт, в первую очередь нужна идея. Идея должна быть четко описана, у нее должны быть референсы, то есть вы должны четко понимать, какую ассортиментную позицию вы собираетесь разработать и на что она будет похожа. После того, как вы составили вот эту концепцию будущего изделия и понимаете, как оно будет выглядеть, вам необходимо составить начальные технологические карты и калькуляционные карты. То есть вы должны понимать, какое
количество того или иного сырья пойдет на это изделие, а также какой будет технологический процесс. Важно понимать, что любое изделие может быть преобразовано из базового изделия. То есть у вас уже есть какой-то ассортимент, который вы производите, есть тесто, какие-то полуфабрикаты, внешний вид, отработанные формы этих изделий. И вы все это можете использовать в разработке нового изделия. Для чего это делается? Для того, чтобы весь технологический процесс не пришлось перестраивать, а технологический процесс был оптимальным. Поэтому в первую очередь акцентируйтесь на вкусе и внешнем виде. Так как вкус в большей степени задается начинкой в большинстве изделий, то, скорее всего, вам придется разработать только начинку. А тестовые полуфабрикаты вы так или иначе уже производите. Форм-фактор тоже лучше сделать максимально похожий на тот форм-фактор, который у вас уже есть, но в то же время с незначительными отличиями. Это может быть посыпка, дополнительные вкрапления и добавки в тесто, это может быть начинка другой консистенции или какие-либо другие изменения. После того, как вы четко поняли, какая себестоимость и как вы это будете производить, необходимо сделать проработки. Вот эти проработки, как правило, производятся внутри самого предприятия в специально отведенное время. То есть не нужно прорабатывать по одному изделию. Возьмите группу изделий, несколько, 5-6 изделий, и проработайте их за один раз. И уже на дегустации, которая должна проводиться внутри предприятия, выберите оптимальное изделие или несколько изделий для того, чтобы дальше их пустить в серию. После того, как дегустации внутренние прошли, и вы утвердили несколько или одно изделие, вам необходимо сделать следующее. Есть два пути. Первый путь – это провести дегустацию на более широкую аудиторию, но если у вас несколько объектов или сеть предприятий, то, конечно, лучше запускать изделия так. Но если у вас все-таки одно предприятие и нет возможности собрать вот эту фокус-группу, то в этом случае вы можете уже приступать к этапу производства маркетинговых материалов. Когда вы производите партию или несколько партий изделий, приглашаете фотографов, видеографов для того, чтобы создать контент для продвижения этих изделий. Это важный момент, не стоит его упускать, потому что работа с сезонным продуктом осуществляется поэтапно. И вот этот этап, он важен тем, что дальше вы будете эти материалы использовать для стимулирования спроса как внутри самой пекарни, так же и для стимулирования спроса в соцсетях. Производство этого контента занимает время. А если еще говорить о том, что упаковка должна быть какой-то отличной у сезонного продукта, то вы еще параллельно должны разрабатывать упаковку. Она начинается разрабатываться после утверждения продукта. Понятно, что упаковку вы можете взять и готовую, но тем не менее вы все равно должны ее как-то персонализировать стикерами или каким-либо другим образом, для того, чтобы она отличалась от той упаковки, которая у вас есть стандартно. После того, как вы сделали маркетинговые материалы, вам необходимо будет уже выпустить финальную партию для того, чтобы понять, какая упаковка пришла, какие ингредиенты у вас пришли, допустим, если вы закупали партию на несколько недель вперед, и окончательно протестировать продукт, чтобы он был похож на тот, который у вас присутствует на фотографиях, а также чтобы обучить персонал. Важно, чтобы к запуску сезонного продукта хотя бы за неделю или за две уже полностью все это было готово, и персонал пекарни полностью был обучен этому процессу. В этом вам точно так же могут помочь видеоматериалы, текстовые материалы и чек-листы для того, чтобы пекарь сдал некий импровизированный экзамен на конкретно вот эту продукцию. Исполнение этого алгоритма поможет вам улучшать качество запуска сезонных продуктов. Поговорим о витрине для пекарни полного цикла. Как она может выглядеть и какие бывают современные решения для витрины пекарни полного цикла. Такие же витрины могут использоваться и в доготовочных пекарнях, и, например, даже в кондитерских. Витрина в пекарне полного цикла традиционно выглядит таким образом. Витрина в пекарне полного цикла традиционно выглядит таким образом, что в нее помещается достаточно большое количество изделий. Как правило, это шкафы, в которых температура
как в цеху, с закрывающимися дверцами и прозрачным верхом. В такие витрины изделия выкладываются достаточно в большом количестве. Такие витрины требуют ежедневной выкладки и обновления ценников. Нельзя произвести на такую витрину самый минимум. Зачастую в витрину производится от 5 и более изделий. При этом продукция должна быть представлена достаточно в широком ассортименте. То накладывают определенные ограничения на использование такой витрины. То есть, возможно, в такой витрине будет достаточно большое списание. А если списание будет минимальным, то в некоторые часы такая витрина будет пустой, потому что нет необходимости производить достаточно большое количество изделий. Пустая витрина по статистике продает гораздо хуже, чем полная витрина. Поэтому неизбежно в большинстве пекарен полного цикла витрина заполняется и всегда полная. И это приводит к достаточно большому списанию продукции. Либо эта продукция остается на следующий день и уже распродается с утра, что тоже не очень хорошо. Такие витрины в пекарнях полного цикла были, наверное, всегда. Поэтому существуют еще и другие варианты для витрины пекарни полного цикла. Такие варианты, например, как выкладка по одному изделию в качестве демонстрации, а остальные изделия хранятся непосредственно в пластиковых контейнерах для того, чтобы сохранить их свежесть и тем самым с витрины списывать минимум. Такая витрина, как правило, бывает в открытом формате, то есть она сверху не закрытая, изделия демонстрируются как они есть, но в этом формате приходится списывать те изделия, которые непосредственно стоят на витрине. Хотя и списание в этом случае незначительно. Бывают варианты витрины, когда витрина самообслуживания, то есть определенные боксы, контейнеры, которые тоже выполнены в прозрачном виде с крышкой, стоят непосредственно на витрине. И гость самостоятельно подходит и выбирает уже нужное изделие и помещает его в упаковку. Затем проходит на кассу и оплачивает. Такие витрины зачастую используются в супермаркетах. Как правило, в пекарнях полного цикла такой вариант не распространен. Бывает еще вариант для пекарни полного цикла, когда изделия на витрине хранятся в упакованном виде. То есть все изделия упакованы, человек сам подходит, берет непосредственно изделие и уже потом проходит к кассе. Тоже в формате самообслуживания. Все эти витрины требуют достаточно больших трудозатрат на выкладку. Эти витрины, как правило, во многом делают пекарни достаточно большое списание готовой продукции, потому что у всех витрин есть одна особенность. Они должны быть всегда полные для того, чтобы эффективно конвертировать покупку. Поэтому самая распространенная витрина для пекарни полного цикла – это витрина первого формата, в котором изделия выкладываются в большом количестве и демонстрируются в широком ассортименте. Такая витрина несет ряд минусов. И первый и основной минус – большая выкладка изделий на витрину. И как следствие это может привести к достаточно большому списанию этих изделий. Второе – это время на выкладку витрины. То есть витрину нужно протереть. Нужно разместить в витрине, например, пергамент для того, чтобы затем на этом пергаменте разместить изделие. Каждый ценник должен быть правильно составлен. Он требует обновления, этот ценник. И как следствие, это тоже каждодневная работа, которая занимает достаточно много времени. Выкладка, обновление ценников, большое количество изделий на витрине. Косвенным минусом этой витрины можно отнести заветривание изделий, их высушивание. Это происходит потому, что витрина носит достаточно большой объем. И даже если в витрине использовать дверцы для того, чтобы ее закрывать и внутри создавать некий микроклимат для изделий, то изделия все равно высыхают, потому что витрины зачастую очень большие. И там достаточно большое пространство, и как следствие срок хранения изделий на витрине существенно меньше, чем хранить эти изделия, например, в пластиковых контейнерах, где воздуха по минимуму и как следствие мягкость и свежесть изделий сохраняется чуть дольше. Такой формат витрины необходимо поддерживать на протяжении всего дня. И довыкладывать изделия на витрину. И как следствие это тоже занимает время. С такой витриной практически невозможно держать достаточно широкий ассортимент. Потому что такая витрина в этом случае будет неполной. Некоторые изделия продаются, например, по одной,
2 штуки, 3 штуки, иногда там 4 штуки в день. И как следствие, если мы будем держать достаточно широкий ассортимент и производить их по небольшому количеству, витрина опять же будет казаться неполной. Либо если ее сделать полной, может возникнуть путаница, когда в одном ряду или в нескольких рядах стоят разные изделия. Ценники могут быть не видны, или они могут быть нечитабельны, и как следствие гость будет достаточно сложно принимать решение о покупке. Эти все минусы можно устранить в формате электронной витрины. Электронная витрина выглядит таким образом. Это несколько мониторов, на которых изображены фотографии изделий с ценниками. И как следствие, эта витрина всегда полная. Такой формат коммуникации с витриной во многом диктуют фастфуды. За достаточно непродолжительный срок электронные витрины распространились. И в основном такие витрины используют фастфуд. От того, что человек пользуется гаджетами, которые по сути являются экранами, смотрит телевизор, взаимодействует с мониторами и экранами в формате фастфуда и других предприятий общественного питания, а также с мониторами в других жизненных ситуациях. Такой формат витрины наиболее актуален, потому что коммуникация с таким форматом витрины уже понятна. Да, пекарня — это традиционный формат и зачастую достаточно консервативный. Но ввиду определенных минусов такая витрина может поддерживать широкий ассортимент. И ассортимент витрины ограничен вместимостью самого монитора. Такая витрина демонстрирует продукт в лучшем его виде. И как следствие, такая витрина конвертирует в покупку лучше. В формате этой витрины можно производить промо-маркетинг, в том числе видеодемонстрацию производственного процесса, видеодемонстрацию готовых изделий. В этом формате витрины можно сделать анимацию и подсветить отдельные ассортиментные позиции, цветом выделить, для того, чтобы привлечь к ним дополнительное внимание. Как вы обратили внимание, такая витрина располагается в стандартном месте для витрины пекарни полного цикла. Оно выбрано не случайно. Именно в таком формате коммуникация с гостем у этой витрины происходит наилучшим образом. Потому что люди привыкли, что витрина располагается именно в этом месте в пекарне полного цикла. Если бы эти мониторы висели вверху, то это было бы очень неудобно. И скорее бы такой формат воспринимался как фастфуд. В таком формате витрина наиболее актуальна и не вызывает никаких вопросов. Эта витрина может реализована быть и в текстовом формате. Но лучшим вариантом такой витрины является демонстрация каждого изделия в формате фотографии с ценником. К тому же на эту витрину можно вывести дополнительную информацию по всем ассортиментным позициям. Состав, калорийность, вес и другие технические характеристики изделия. И при этом это будет достаточно понятно, и люди легко смогут прочитать всю необходимую информацию. В то время как на ценнике в традиционной витрине вся эта информация достаточно сложно читаемо, потому что почерк у каждого человека разный, и как следствие ценники могут отличаться друг от друга, а могут отличаться по дням недели, в зависимости от того, какой человек сегодня стоит за кассой. Можно, конечно, сказать, что ценники в традиционной витрине можно вести в бумажном виде, где печатными буквами, или напечатанном виде, когда вы печатаете на принтере и потом размещаете ценники непосредственно возле каждого изделия. Но такой формат тоже трудозатратен. В то время как в формате электронной витрины, даже в формате сети, вы можете менять все одним кликом. Достаточно загрузить новую фотографию, и уже они полностью будут готовы к работе. Такая витрина не требует выкладки и постоянного поддержания. И как следствие, в такой витрине можно делать достаточно широкий ассортимент, вплоть до того, что выпекать каждого изделия по одной штуке и держать на остатках минимум, для того, чтобы удовлетворить спрос достаточно широкой аудитории. Такая витрина подойдет и для формата доготовочной пекарни, когда вы, например, допекаете заморозку. В этом случае допекание заморозки точно так же может быть осуществлено в формате одного изделия или двух изделий. И на остатках они будут, и после продажи этих изделий вы допечете точно так же минимум. В таком формате витрины можно работать под заказ. Конечно, цикл приготовления у некоторых изделий достаточно длительный. И как следствие, работа под заказ
подходит не для всех изделий. В формате пекарни, которая работает на замороженных изделиях, такое теоретически можно реализовать. В формате такой витрины достаточно легко запускать новинки. Для этого вам необходимо сделать фотографию изделия и поместить его на электронную витрину. В формате такой витрины достаточно легко осуществлять тест новых изделий, потому что, добавляя новую позицию, вам нет необходимости выпускать какой-то минимум, например 5, 10 или 20 позиций. Вы можете выпустить одну или две позиции и просто поместить их на витрину. При этом списание будет минимальное и тест вы также сможете осуществить. Такая витрина может избавить пекарню от ряда вопросов гостей, например, о свежести изделий. Достаточно поместить необходимую информацию по тем вопросам, которые задают вам гости, в понятном для них формате, и эти вопросы отпадут сами собой. Такая витрина может быть использована и в формате, например, фастфуда, и в формате совмещения пекарни, пиццерии и фастфуда. Такой формат витрины может быть использован для кондитерской или пекарни кондитерской. В случае кондитерской, понятное дело, вам потребуются дополнительные холодильники, в которых будут непосредственно стоять изделия. Но если изделие реализовать, например, в формате заморозки, точно так же можно держать достаточно широкий ассортимент. Например, замороженные изделия с вечера выкладываются в холодильник, а потом продаются. По сути, холодильные витрины, в которых выкладываются изделия, достаточно затратны к покупке, потому что они стоят дороже, чем витрины, в которых изделия просто хранятся в температуре цеха. И они стоят дороже, чем просто холодильные шкафы и холодильные столы. Поэтому формат электронной витрины может сэкономить затраты на покупке холодильных витрин. Сколько же стоит реализация такой витрины на 2024 год? На сегодняшний день реализация такой витрины стоит от 120 тысяч рублей. Это будет 3 монитора и программное обеспечение для обслуживания этих мониторов. Но помимо этого вам потребуется еще фотографировать изделия. Вы можете их фотографировать в формате самостоятельно, купив все необходимое оборудование, свет, организовав место и купив фотоаппарат или камеру и купив фотоаппарат. Либо вы можете нанимать фуд-фотографа. Здесь уже выбор за вами. Но если вы сможете производить контент для витрины самостоятельно, в этом случае все будет гораздо проще. И запуск новинок будет происходить достаточно быстро. Помимо того, что вам потребуются сами мониторы и программное обеспечение для этих мониторов, вам еще необходимо будет адаптировать мебель для расположения этих мониторов, потому что они должны быть чуть-чуть наклонены, находиться в формате стоя, для того, чтобы они были видны даже с двери пекарни и могли максимально эффективно конвертировать в покупку. Помимо мониторов и мебели, для реализации такой витрины понадобятся пластиковые контейнеры 7,5-9 см в формате 60 на 40, штабилируемые. Для изделий, которые больше, чем мелкоштучные изделия, например, хлеб или какие-то достаточно высокие изделия, понадобятся контейнеры тоже в формате 60 на 40, но высокие, для того, чтобы они все были штабилируемые, в этом случае свежесть изделий будет сохраняться дольше. Про форматы пекарен, какими они бывают и какие наиболее распространенные. Понятно, что пекарня полного цикла является одним из самых распространенных форматов и, наверное, больше всего объектов открыты именно в таком формате. Пекарня полного цикла может подразделяться на несколько вариантов форматов. И это может быть пекарня полного цикла, которая без посадочных мест. Это может быть пекарня полного цикла с посадочными местами. А также пекарня полного цикла может комбинироваться с различными другими форматами. Это, например, пиццерия, кондитерская или там какой-либо фастфуд. Такая комбинация или гибридный формат является наиболее устойчивым, потому что в этом случае пекарня зарабатывает не только на хлебе и хлебобулочных изделиях, но также и на других товарах. При этом пекарня полного цикла может также совмещаться и с кулинарией, и готовой едой. И вот совмещение с готовой едой, наверное, является одним из самых популярных вариантов после формата совмещения пекарни с кондитерской. Понятно, что пекарня полного цикла, если у нее недостаточно
достаточно площадей, не может на месте производить кондитерские изделия, потому что нормы производства кондитерских изделий отличаются от тех, которые есть для пекарен полного цикла. И, соответственно, требуется большая площадь, потому что там уже есть изделия кремовые, есть изделия какого-то другого формата, есть другие полуфабрикаты, которые точно так же требуют места, времени работы. И поэтому на квадратах там 50-45 квадратных метров совмещать пекарню с кондитерской будет невозможно. Поэтому, если вы хотите совмещать пекарню и кондитерскую, то в этом случае вам понадобится от 70 квадратных метров производственной площади. Потому что есть определенные нормы, как я уже и сказал ранее. Если мы хотим, например, совместить пекарню полного цикла с каким-либо фастфудом. Самое популярное совмещение это, конечно, наверное, пиццерия, бургеры и хот-доги. Такой ассортимент не конкурирует с основным ассортиментом пекарни полного цикла и позволяет пекарни получать дополнительную аудиторию, например, в онлайн-формате. То есть организовать хотя бы минимальную доставку этих изделий к гостям, а также расширить аудиторию за счет новых товарных групп. При этом понятно, что в этом случае понадобится дополнительная площадь, как минимум еще 10 квадратных метров, для того, чтобы оборудовать зону производства именно этих изделий, потому что склады будут общие для пекарни и для вот этого, и для фастфуда. Поэтому такие квадраты. В этом случае пекарня полного цикла будет более эффективна. Если мы говорим о более сложных форматах гибридных, то пекарни также могут совмещаться и с магазинами. Магазины здесь могут быть специализированные, например, мясомолочные. То есть мы можем здесь продавать какие-то полуфабрикаты, не готовые, как кулинария, а просто как полуфабрикаты. И можем продавать молочный ассортимент, который нам привезет какой-либо поставщик. В таком формате могут быть еще и сопутствующие товары разного формата, которые пересекаются с товарами на полках магазинов. Но не всегда такой формат является эффективным, потому что ассортимент нужно будет очень тщательно подбирать, для того, чтобы товарные запасы не были достаточно большими, а при этом оборачиваемость продуктов была достаточно высокой. Потому что если этого не достичь, эти товары просто будут занимать место, площадь, но при этом эффективности от них не будет. Поэтому редко пекарни совмещаются именно с магазином. Бывают еще более сложные форматы, когда пекарня полного цикла, например, высокого рыночного сегмента, там не масс-маркета, а там средний плюс и выше, она совмещается, например, с кухней полного цикла, когда мы готовим изделия и подаем уже гостю непосредственно в зал. То есть и здесь, в этом формате, есть посадочные места. По сути, это кафе-пекарня. И вот эта кафе-пекарня, наверное, является тоже достаточно распространенным форматом, при этом не самым популярным, но достаточно распространенным. Зачастую такие форматы, конечно, не реализуются в пекарне полного цикла, а реализуются в формате, когда мы привозим с централизованного производства все изделия, и здесь мы их только продаем, а кухня является либо полного цикла, либо доготовочного цикла. И вот здесь мы уже подходим к другому формату пекарен, которые реализованы в формате производства плюс точки продаж. И вот это производство плюс точки продаж является, наверное, самой устойчивой бизнес-моделью на сегодняшний день, которая показала устойчивость на длительном промежутке времени. И такая модель, конечно, требует больших инвестиций, но при этом во времени она более оптимальна, потому что масштабирование такой модели проще. И первый и основной пункт, по которому проще проводить масштабирование такого формата, это наличие большого количества пригодных помещений для размещения. То есть производство у вас вынесено отдельно, оно большое или среднее или маленькое, зависит от того, какое количество точек оно обеспечивает. А в городе уже в самом, в жилом массиве или там еще где-то, у вас присутствуют небольшие точки продаж от 10 квадратных метров и более. Все зависит от того, какой формат развивать. Если мы развиваем просто пекарню на вынос, то, соответственно, посадочных мест не нужно, и площадь этого формата может быть минимальна. А если мы развиваем кафе-пекарню, то в этом случае, конечно, понадобятся посадочные места и дополнительный ассортимент. И вот предприятие, именно производственная площадка, готовит все изделия, а потом привозит их уже непосредственно на точки продаж каждый день, где они выкладываются и продаются. И этот формат требует больших инвестиций, потому что производственную площадку открывать под одну точку продаж не очень эффективно. А если у вас
вас уже будет 2, 3, 4, то потребуется достаточно большая производственная площадка. И вот это как бы и накладывает ограничение, что такой формат стоит дороже, чем открыть одну пекарню полного цикла. Помимо этого существуют еще и варианты просто, например, хлебного магазина, когда у нас все изделия упакованы и мы можем собрать ассортимент от разных производителей. Но здесь уже по сути от пекарни ничего не остается. Это по сути торговля продуктовыми товарами, но с уклоном, например, в хлебопекарный ассортимент. И вот эти хлебные магазины, они тоже достаточно сложны в управлении. Их рентабельность и целесообразность на сегодняшний день непонятна, потому что здесь вы уже вступаете в конкуренцию с неким продуктовым ритейлом. И здесь вы же должны четко формировать ассортимент, который как бы продается именно в том месте, где вы открыли этот магазин. При этом должна быть четко проработана товарная матрица сопутствующих товаров. Возможно, большую часть товаров или все товары должны производить под вашим брендом на сторонних предприятиях. Но опять же, такой формат требует достаточно больших вложений. И если это первое предприятие, которое вы открываете, то, наверное, такой формат для начала не подходит, потому что им будет достаточно сложно управлять. Но если получится собрать сбалансированный ассортимент или заказать этот ассортимент, чтобы для вас производили, и при этом хорошо сформировать итоговую товарную матрицу, то в этом случае вы сможете нормально существовать. Но важно понимать, что рентабельность у таких предприятий меньше, потому что вы сами не производите, вы будете закупать все изделия, соответственно, будет и какое-то списание. И ввиду того, что полки такого магазина должны быть достаточно полными, то списание может быть достаточно большого объема. Поэтому в большей степени практически всегда формат пекарни полного цикла выигрывает над всеми остальными форматами, потому что инвестиции в них достаточно оптимальные по сравнению с другими форматами. Есть еще формат, например, доготовочной пекарни. По сути, это похоже на пекарню полного цикла, за тем лишь исключением, что вы не производите изделия самостоятельно, а закупаете их в замороженном виде разного формата. Например, для хлеба это может быть 70% выпечки, для слоеных изделий это могут быть расстойно замороженные изделия, могут быть просто замороженные полуфабрикаты. И вы уже непосредственно в самом предприятии размораживаете их, расстаиваете их и допекаете, и выкладываете на витрину. Такие форматы тоже имеют место быть, но не в качестве одной точки. Лучше открывать такой формат 2 или 3 точки, потому что закупки в этом случае будут меньше по стоимости, потому что вы будете покупать больший объем. И как следствие вы сможете выбирать из большего количества ассортиментных позиций. Понятно, для такой импровизированной сети понадобится еще дополнительный склад морозильный, которым вы бы осуществляли комплектацию этих изделий, которые вы закупили у разных поставщиков, и потом доставляли на точки продаж. Понятно, что для такого формата потребуется меньше киловатт, потребуется меньше производственной площади, и как следствие в открытии вроде бы он дешевле. Но по факту из-за того, что достаточно сложно собрать сбалансированный ассортимент, который был бы эффективен для продажи, то такие форматы могут открываться как вариант по франшизе. Такие франшизы присутствуют на российском рынке. А могут открываться под собственное производство. То есть, когда у вас есть собственное производство, и вы производите полуфабрикаты. И эти полуфабрикаты уже допекаете на своих точках. В этом случае вы полностью можете контролировать ассортимент, его состав, вкусовые характеристики. И как следствие адаптироваться под тот или иной запрос ваших гостей или рынка. И поэтому в этом случае такой формат будет более эффективен. Понятно, существует еще, наверное, масса других форматов, которые могут, например, специализироваться на том или ином изделии. Ну, например, круассан. Вот большой ассортимент разнообразных круассанов или слоеные изделия. Такие форматы, конечно, есть, и в основном это в больших городах. Зачастую в небольших городах или населенных пунктах присутствует пекарня в большей степени с широким ассортиментом. И вот такие моноконцепции, будь то круассан или, например, булочки Синнабон, они
в небольшом населенном пункте будут достаточно сложно развиваться, и вообще возможность существования таких предприятий под очень большим вопросом. А если мы берем большой город, то моноконцепции, конечно, могут существовать и выживают, но все равно у них будет присутствовать достаточно широкий ассортимент, даже в рамках этого одного изделия. Ну, например, будет сладкий круассан, сытный круассан разных форматов, какие-нибудь блюда, которые адаптированы к тому продукту, который есть. И поэтому он как бы имеет место быть, такой формат. Есть еще форматы, и это достаточно частый вопрос был, который мне задавали, это форматы производства и продажи только хлеба. Больше никаких изделий. Да, такие форматы тоже бывают, но даже сейчас, я уже за ними наблюдая, они все-таки переформатируются в более широкий ассортимент. У них сохраняется большой ассортимент хлеба разных форматов. Бывает даже формат с весовым хлебом, например. И также у них сохраняется еще и присутствует новый ассортимент. Это мелкоштучные хлебобулочные изделия. Да, их меньше, но он есть. И вот такой вот формат продажи только хлеба имеет тоже место быть, но вы должны понимать, где вы будете продавать. Это в основном, наверное, ярмарки, какие-то условные рынки, на которых вы будете присутствовать только с этим ассортиментом. А гость уже оставшийся ассортимент возьмет в других павильонах. И в этом случае вы можете как-то грамотно работать, но опять же не во все дни, скорее всего, если это рынок или ярмарка, не всегда они работают каждый день. Плюс важно понимать, что, опять же, ассортимент, который вы продаете, должен быть максимально сбалансированным. И так или иначе, этот формат все равно придет к продаже и мелкоштучных изделий в том числе. Потому что мелкоштучные изделия дают большую прибыль по сравнению с хлебом. Понятно, что хлеб бывает разных форматов. Понятно, что и наценка условная, да, на этот хлеб тоже бывает разная. И качество хлеба бывает разное. Но в целом, все равно мелкоштучные изделия зарабатывают больше. И вот для всех этих форматов нужны совершенно разные локации. От формата зависит то, где вы можете открыть это предприятие, а где вообще невозможно. В первую очередь это связано с техническими характеристиками помещения. Помещения бывают разные, в первую очередь. Есть те, которые могут быть приспособлены под размещение подобных форматов, например, а именно пекарни полного цикла. А есть те, которые не подходят. В первую очередь это может коснуться киловатт, это может коснуться самой планировки помещения и невозможности сделать там верный технологический процесс, а также других ограничений. В то время как, например, хлебный магазин или доготовочная пекарня или пекарня, которая имеет централизованное производство, требования к помещению существенно снижаются. И локаций для открытия подобных предприятий существенно больше. Но это не значит, что вы не должны просчитывать каждую локацию отдельно и трезво оценивать ситуацию, которая есть именно там. Не всегда нужна пекарня там, где ее нет. Я больше скажу, зачастую, если в какой-то локации нет пекарни, то, скорее всего, она там и не нужна. Редко, когда бывает наоборот. А вот если уже там есть какая-то пекарня и есть подходящее помещение, пустующее, то, возможно, такая локация даже будет лучше для открытия нового предприятия. Опять же, это нужно смотреть в каждом индивидуальном случае. Я уже ранее упоминал гибридные форматы. И вот по моему мнению, гибридные форматы — это такие форматы, которые займут в ближайшее время достаточно большую часть рынка. Потому что традиционные форматы пекарен все-таки они преобразуются, и в условиях конкуренции эти форматы вынуждены искать дополнительные рынки, которые бы обеспечивали нужную рентабельность и обеспечивали развитие. Поэтому гибридные форматы, совмещение с фастфудом, с пиццерией, совмещение с кондитерской, кулинарией или какими-либо другими похожими изделиями, или иногда даже разными изделиями или товарными группами или форматами имеют место быть. Ну, частое совмещение — это, конечно, пекарня, например, полного цикла, которая имеет фритюрный ассортимент. Такие форматы встречаются. Есть пекарни полного цикла, которые имеют ассортимент фастфуда. Зачастую это пицца, бургеры и хот-доги, потому что этот формат требует меньшей площади реализации, а также очень хорошо сочетается с ассортиментом и технологией пекарни полного цикла. Булочки производить можно здесь, оборудование для производства теста для пиццы точно так же есть
у этого формата. Совмещение с кондитерской, пекарней полного цикла, зачастую происходит в формате, когда привозят готовые изделия с централизованного производства, как правило, от сторонних поставщиков. Но бывает и такой формат пекарен, который имеет площади необходимые, где можно производить и кондитерские изделия. И в том числе, например, даже и торты на заказ. И вот этот формат более устойчивый, более эффективен, потому что у него есть изделия, которые можно продавать в формате онлайн. Это тоже является существенным преимуществом. Для того, чтобы правильно выбрать формат, в первую очередь нужно исходить из инвестиций. И вот от инвестиций зависит то, какой формат вы можете открыть. Опять же, бывает такой вариант, что у вас есть, например, помещение на примете или уже оно есть просто, да, то вы можете оценить это помещение на пригодность вообще для расположения пекарни или какого-то другого похожего формата. И есть две стратегии, когда вы выбираете формат и под него ищете помещение, а есть другая стратегия, когда есть хорошее помещение с хорошим трафиком и примерно понятной картиной продаж, вы можете под него подобрать формат. Но здесь важно понимать, что не всегда, например, некоторые форматы, а именно доготовочные форматы, будут эффективны в количестве одной точки. Придется открывать, скорее всего, несколько. Поэтому, вот суммируя все, что я сказал, пекарня полного цикла на сегодняшний день, наверное, является одним из самых эффективных и популярных форматов для открытия именно хлебопекарного предприятия. Смотрите и другие видео на моем канале.